Известный физик Вильгельм Рентген стал лауреатом Нобелевской премии в 56 лет. Химик Герман Фишер в 50, а основоположник современной физики Альберт Эйнштейн получил престижную награду в 45. Герою нашей сегодняшней программы совсем недавно исполнился 31 год. Молодой, перспективный ученый. Не исключено, что однажды и его труды будут отмечены Нобелевской премией. Сегодня мы с вами, дорогие телезрители, этот вечер у камина проведем вместе с семьей кандидата технических наук, доцента кафедры информационных технологий, машиностроения и автотранспорта, заместителя руководителя научно-исследовательского центра, заведующего лабораторией геофизики Прокопьевского филиала ПСГТУ Евгения Пудова. Здравствуйте. Евгений, знакомьте нас всех с вашими прекрасными дамами, которые рядом с вами сейчас сидят на диване. Ну, это все мои любимые девчонки. Конечно же, это наша самая главная девочка, мама наша, Яна. Это моя старшая дочь Лиза, младшая дочь Ника, ну и наша собачулька Ева, член семьи полноценный. Младшая доченька. Младшая доченька, наверное. Евгений, вот когда сейчас перечисляла все ваши должности, все ваши звания, знаете, восхищалась. Откуда такое стремление к науке? Учился хорошо, закончил школу номер 44 с серебряной медалью, за что большое спасибо моим учителям. Себя, скажем так, к тем людям, которые с утра до ночи зубрили, предположим, я не относил, потому что сильно много времени учебе я не выделял, ну просто оно, может быть, давалось так. Способный? Да, ну, называйте как хотите. И скромный. Уже определенный научный путь пройден, да? Вот за что сейчас особенно гордитесь? Конечно же, тут стоит огромную благодарность вот этим девчонкам выразить, потому что вот я всегда рассматриваю мужчина и женщина. Если у мужчины есть какие-то большие заслуги, то значит у него очень хороший, надежный тыл, который помогает ему и подталкивает. Вроде как иди дальше. Приходишь домой, устал, нервный, раздраженный. А вот эти глазки, они помогают мне отвлечься полностью от рабочих каких-то процессов, от рабочих невзгод, проблем. И ты полностью уходишь в совсем другой мир. Поэтому, наверное, все-таки, если даже какие-то заслуги есть, то это все благодаря тому, что есть такая помощь за спиной. Ян, как вы поддерживаете? Стараемся как бы не мешать. Когда уезжает в командировки, очень его ждем. Это у нас целый ритуал. Мне нравится. Детям тоже. Мы ждем его с подарками. Но я его, конечно, тоже жду с подарком в виде ужина праздничного. Постоянно пытаюсь какое-нибудь новое блюдо. Это тот человек-искра, который, опять-таки, уж если у меня склад характера какой-то технарский такой, ну, человек-железяка, по хорошему счету, потому что у меня первое образование высшее все-таки связано с машиностроением, кандидатская степень с горными машинами. А вот этот человечек меня очень сильно дополняет, потому что с обратной стороны может показать какие-то вещи, именно творческие процессы, вот эта творческая изюминка, которую она преподносит во все, чего бы она ни касалась, это касаемо нарядов дочек и вот своих каких-то творческих изюминок и детских праздников, и сделать что-то уникальное пытается преподнести. Подарки пытаемся делать необычные, ну как, а я всегда вовлекаю в процесс детей. Это либо фотоколлажи, видеоролики разнообразные, чтобы как бы не банально было, папочке запомнилось. На всю жизнь, да? А папа что вам привозит? Лиз, что папа привозит? Вот когда приезжает с командировки, какой тебе подарок запомнился? Он мне привез лего, собачку. Ты как-то ему сразу заказ говоришь, пап, привези мне? Или он так сюрпризом тебе? Сразу заказываю. Сразу заказываешь. Ну, не конкретно же так. Что-то субъективное. Может быть это, и поэтому потом уже А смотрим. помнишь большую лошадь? Вез дочам огромную лошадь плюшевую из Москвы. И, ну, ее же вроде как некуда ложить, поэтому по метро приходилось таскаться с огромной этой лошади. Все смотрели, бились об эту лошадь. Ну, ничего, привез. В самолете тоже было весело, когда она торчала вот вроде Ноги, да? из багажа. Ну, ничего, пропустили. Как раз подарок из командировки, да? Вот это ваша Евочка, расскажите. Да. Лиза у нас просила очень собачку ей завести. Дружка Сначала мы как бы дарили ей мягких собачек. Ну, вот один раз папа собирался в командировку, спросил, что тебе, доченька, привезти. Она заказала живую собаку, и поэтому
Папа нам с Петербурга вот привез Еву. Она у нас ровесница Ники, да, Ник? Помнишь Еву, как ты с ней ползала, как говорится, да? Благодаря Еве мы поползли за ней, да? Ника, расскажи, папа тебе что привозит, какие подарки? Последний же самокат был, помнишь самокат? Макар. Самокат. Кататься научилась? Умеешь кататься? Да. Летом каталась, да? Гоняет она очень хорошо. Ян, вот командировки, работа со студентами, уезжал на обучение, да, за границу. То есть, Евгений, воспитанием дочерей занимаетесь или вот все на Яниных плечах? Занимаюсь в меру своих сил. Здесь у нас такое небольшое, не то чтобы деление есть определенное, но, предположим, уроки со старшей дочей выполняет только Яна. Потому что, если, предположим, Яна садится делать уроки с Лизой, то это часа 3 основательно, все по полочкам. Но если бы я садился делать уроки с Лизой, это было бы, может быть, минут 30-40. Очень быстро, да. Ну, опять-таки, это же из характера идет, предположим. И уж как, наверное, я делал уроки, наверное, в детстве, так бы я и с Лизой занимался. Ну, тут лучше Яне, предположим. Все Яна так тоже же. была отличница. Да, мы еще и одноклассники были. Так, вот расскажите, интересно, вы сколько лет, получается, друг друга знаете? Знаем долго. Семейная жизнь у нас началась все-таки далеко после окончания Ну как, школы. в этом году у нас уже будет 10 В этом лет. году 10 лет будет совместной семейной жизни, жизни. совместной. Но вот в школе мы друг друга сильно-то не замечали. Вот вроде как мы знали друг друга, но сильно как-то Мы так на учились, он контакт в не Б, шли. я в А. А после 9-го, в 10-м нас соединили уже в один класс. Как бы и заметили друг Начали друга. примечать друг друга. Когда уже какая-то симпатия, да, вот такая, то есть в старших классах получается. Как это не искорка, а как называется, дымок. Искорка, наверное. Когда разгорелось пламя? Не совсем в школе, наверное, да? Мы ходили Лучше. вместе на подготовительные курсы в КУСГТУ на тот момент. Хотели вместе поступать, но судьба распорядилась так, что мы поступили параллельно. Разные, Я в да. КУСГТУ, а А я Яна в все-таки КемГУ. решила в КемГУ пойти. И мы да. вот так учились Я все-таки параллельно. гуманитарий. да. Может быть, если бы мы поступили, наверное, в один университет, может быть, совсем иначе что-то бы сложилось. Но вот судьба, она делает свою изюминку, преподносит, конечно, жизнь. Поэтому так. Ну а так он сидел на последней партии, я на первой партии. И даже помню такой случай, один раз попросил у него даже как бы подглядеть контрольную Списать. работу. Ну, что ж, Ну не прям списать, мы подглядеть. решали оба 4-й вариант, это был для отличников вариант, и у меня Вы не даже получилось. помните, Ян, такие Да. подробности. Да. До И сих у меня пор не обидно, получилась наверное. одна задача. Ну, я просто, не знаю, был такой ступор, и я просто попросила маленько подглядеть. И он мне отказал. Вот так. Ну, тогда вот этого дымка, наверное, еще не было. Это Да. после. Ян, ну расскажите, помните, столько времени были знакомы, но предложение как-то по-особенному делали или нет? Тут, если честно, особой фантазии нет, как бы. Вы технарь есть технарь. Единственное, он сказал, пока университеты не закончили, никакой свадьбы. Так и было. Да. Что есть. Вы поженились, когда уже закончили, да? Получили Да, высшее сразу после образование. окончания 5-го курса, ровно через, наверное, месяц после Да, в июне получения диплома, закончили, да, а в августе, и 30 августа На день 2008 города мы года. сыграли день. свадьбу. Ну и, в общем-то, вот Яна сказала уже то, что в этом году у нас будет 10 лет. Такой тоже будет маленький юбилейчик семейный. Как-то планируете отмечать? Вообще как-то вот такие даты У меня есть отмечаете? уже планы. Это же розовая свадьба. Очень много идей. Муж поможет воплотить. Но мне Яна будет их последовательно давать, потому что все сразу я не переварю, я творческие взрывы. Так что помаленьку. Но вы принимаете то, что говорит Яна, да? Поддерживаете ее? Может быть, я не прав, но у меня такая очень жесткая точка зрения по жизни, то, что тут надо всегда делить. Мужчина, женщина. Мужчина сделать может многое, в принципе. Я даже говорю, мужчина может, а женщина хочет. Мужчина в этом плане должен терпеть, скрипеть зубами и делать свое, творить, и помогать воплощать в жизнь, наверное, то, что хочет девушка, женщина. Ну, Как-то так. Но я и за советом обращаюсь. У меня очень много обычной идей. Я прошу, дорогой, помоги. Не знаю, за что схватиться. Идей много, а если я за все возьмусь, я ничего не успею. И он мне своим трезвым умом, четкой логикой все расставит, поможет даже.
Яна говорит: Жень, я хочу вот это, но не знаю как. И мы уже начинаем думать, как это все воплотить. Ян, вам, скажем, как женщине очень повезло. Как правило, мужчины отмахиваются. Повезло. Я не говорю, что много, конечно, у меня опыта, но вот исходя из того, что, может быть, видно, многие девушки или женщины не сильно пытаются как-то так заставлять или воодушевлять мужчин. Это нужно делать, нужно подталкивать их. И тогда мужчина, наверное, будет делать. Это своего рода тоже стимул для действий мужчины, Конечно, получается. Ян, у вас есть какой-то такой свой алгоритм действий, как Евгения воодушевлять, как получить то, что самой хочется? Ну, наверное, как и любой мужчина, к сердцу лежит через его желудок. Вечером встретить после работы, не нагружать проблемами. Сначала сесть за стол, поужинать вкусненько, красивенько. Мой муж любит не просто вкусненько, Ах, вон оно в чем дело. Я не знаю, красивенько. почему так получается. И он больше, больше внимания обращает на сервировку. Эстет такой, да? Да. Так что иногда, может быть, в чем-то, если у меня не получится блюдо, я могу украсить его, белая тарелочка там, салфеточки, да. Ну вот, все, он пришел, покушал, и тогда уже через полчаса можно найти подход, да, к мужу. Ян, то есть обычный ежедневный ужин практически как праздничный, так получается? Так, да. Евгений, наверное, весь секрет в том, что любое блюдо с любовью, да, сделано, поэтому... Это тоже, да, обязательно. Ян, расскажите, рукодельница, вот что-то вы принесли сейчас с собой. Вот это, наверное, такая частичка того, чем вы занимаетесь, что умеете красиво делать. Ну, это просто как хобби. Приносит мне небольшой, конечно, и доход декретный мой. Как сейчас это модно называть, это называется шокобокс. Это возможность поздравить человека, и открытка, и вроде бы шоколад, как вкусное угощение. И тут на каждой вот конфеточке вам пожелания в новом году. Супер. Яна, если говорить вот о Евгении, на работе он изобретатель, а вот дома он тоже такой рукастый, мастеровитый. Очень. Сейчас мы вот как раз занимаемся тоже творчеством домашним. Муж у меня строит дачу, делает сам мебель, да, а я ее декорирую уже. Но это уже наше семейное такое увлечение, потому что все равно лето в бетонных стенах, как говорится, Квартире, проводить да. неохота. И мы вот решились несколько лет назад строить дачу. До сих пор ее строим. Процесс, как мы поняли, этот бесконечный, наверное, все-таки. Зато он все Но тем сам не менее. просто, потому что поэтому и долго, что сам. Дети очень любят там находиться. Загорают, бегают, прыгают, грязные, чумазые, но веселые. И в бассейне купаемся. В После бассейне бани, купаются, да, да. приучаем. В баню мы их приучили. Закаляем, начинаем. Любят они это. Играли. Вот, и играем еще. То есть вы вот лето стараетесь проводить именно на даче? Да, конечно. да? По детству помню, тоже все детство прошло в своем доме. Это все-таки какая-то воля, простор, пространство. Есть возможность чему-то как-то, не знаю, поучиться все-таки, посозерцать. И вот здесь, мне кажется, все-таки детям нужен такой доступ к природе. У нас там рядом как раз водохранилище. И в ледяной этой воде они купаются. Там Они- тоже закаляете, Да, даже в ледяной... да. И сами купаетесь? Да. Да, причем детки, они даже меньше, мне кажется, реагируют на это, потому что все-таки с детства, когда их к этому приучаешь, они вроде к этому относятся как к Меньше должному. болеют зато, да? Вообще вы приверженцы здорового образа жизни, да? Как вот со спортом, какими-то такими еще увлечениями, чем занимаетесь? Ну, здесь у нас такое семейное, маленькое, большое увлечение все-таки, больше по зимним видам спорта. Мы очень любим наш любимый Шерегеш. Шерегеш, курортный. Да, как только снег выпадает, каждый раз при возможности ездим, катаемся. Мы вообще сноубордисты, что Яна, что То есть я. прям такие асы? Ну, асы не асы, но мы очень Ну, любим скорее кататься. любители, Да, да, любители, но катающиеся с самой верхушки, потому что там вроде как неформально общаются, когда с середины или сверху. Мы уже Ну нет, давным-давно уже сверху. на лес вышли. Да, в Любим лесу любим, фрирайдинг как говорится, фрирайд, по пухлячку вот это покататься. Поэтому между елочками. наша Лиза тоже И Лиза уже учи- ставит? училась, Да, уже 2 пыталась. года назад Да, уже 2 года поставили. назад. Лиз, нравится тебе кататься на лыжах? Да. Да? Не страшно? Любимая Кондома летом. Да, В этом мы году мы на были в палатке. Хакасии. И даже вот Нику маленькую тоже? Да, она очень хорошо себя ведет, поэтому в палатке она любит спать. Очень ждет этого момента, Да? когда скажешь, начинает готовиться, собирать свою сумочку, игрушки, которые будут с ними ночевать.
Поэтому вот на 5, на 6 дней выезжаем, и она с радостью. То есть вы такой предпочитаете активный отдых, да? Да, активный отдых, чтобы была какая-то польза и для здоровья, и для развлечений. Ну, совмещаем приятное с полезным. И детей пытаемся все-таки не держать как-то в тепличных условиях, потому что мы прекрасно понимаем, от этого впоследствии могут возникнуть многие проблемы в жизни. То есть у вас это традиционно каждое лето вы так выезжаете? Да, это очень сложный процесс, конечно, попасть в отпуск, но это ни в коем случае я не жалуюсь. Это действительно очень интересная работа. Я уж даже шучу, что это моя вторая половинка, потому что все-таки у мужчины должна быть одной из основных мест в жизни занимать все-таки его призвание. Я не говорю работа, а призвание все-таки. Поэтому семья – это первое место, ну и конкурент – это все-таки работа, которая практически параллельно для мужчин должна Все-таки, существовать. Евгений, семья на первом месте, да? Ну, иначе для кого все эти старания? Для себя? Ну, а смысл какой? Не вижу. Поэтому нужно развиваться. Понятное дело, что нужно всегда стремиться к лучшему. А для кого? Ну, это мои, наверное, музы, скажем так. Для кого все это делается? Ну, я тоже считаю, что мужчина должен реализоваться и в карьерном росте, конечно же, не только в семье. Евгений, то есть вот такая фраза, да, что с удовольствием иду на работу и с удовольствием возвращаюсь домой с работы, это вот про вас? Я думаю, да. В этом плане мне, конечно, очень повезло. И поэтому прикладываю все усилия, чтобы... Ну, в любом случае, каждый процесс в жизни нужно поддерживать. Нужно поддерживать желание к работе, нужно поддерживать и любовь в том числе, потому что, естественно, само собой, это ничто не может продолжаться. И если немножко руки на работе опустить, то, в принципе, лень, она очень быстро придет и будет давить психологически. И в итоге вроде как работа перестанет нравиться. И здесь поэтому себя нужно немножко подпинывать все-таки в этих процессах. Точно так же и в отношениях. Всегда нужно устраивать какие-то такие, ну, скажем так, точки отсчета, которые бы тебя подбадривали все-таки. Какие-то определенные семейные события, праздники. То есть вот такие крайние даты, которые потом запоминаются. И от них потом уже начинаешь говорить, а помнишь, вот это было, вот то было. Да-да. И уже есть что-то такое единое, что объединяет, в общем-то. Но вы, кстати, в унисон, вот опять же, возвращаясь ВКонтакте у вас, счастье не ищут, как золото или клад. Его создают сами те, у кого хватает сил, знаний, любви. Как создаете семейное счастье свое? На первом месте любовь, конечно же, а потом поддерживать можно, конечно. Бывают такие периоды, когда опускаются руки. Это вот, может быть, у всех молодые семьи проходят через этот период рождения первого ребенка. Кризисы, да, такие семейные? Психологами же не зря они выделены. Здесь помогает то, что я по образованию своему психолог. Может всё-таки. быть, да, где-то я Поэтому уже... здесь что-то вот человек, она есть такая немножко доля импульсивности, но очень четко видно, когда она это понимает, когда начинаются какие-то такие волнительные моменты, она где-то умеет надо уметь контролировать ситуацию именно Работа над эмоционально собой такую. какая-то, да? здесь, Ну, это конечно. где-то надо промолчать с супругом, где-то я промолчу лишний раз, где-то Женя увидит, что я уже все, успокоимся, да, как и стараемся сразу сглаживать эти углы. Вот ушел он в магазин, может быть, там повздорили, может быть, просто поспорили, мы даже как-то, да, больше спорим. А приходит с магазина с цветочком, с букетиком, и все, и сразу куда моя злость делать, да, или там... Куда? Или лучше, как говорится, подарок, это пораньше вернуться с работы. Так это Даже вообще, вот так, да, так. Это самый любимый мой подарок для меня. Ну, редко малые. Такая занятость на работе, но Новый год, новогодние праздники, получается дома быть? Как вы отметили Новый год? Новый год – это святое, и, слава богу, ни один Новый год еще пока не получилось, что я был где-то в командировке, в том числе и на этот Новый год. Мы все это, естественно, в семейном кругу, с друзьями, родственники приходят. То есть вот этот процесс, он такой живой у нас. Обязательно строгаем вместе салат. На Жене обычно у нас, мы называем мясо по-пудиковски. Это как? Это его фирменное блюдо, отбивное. У нас, вот если, допустим, Новый год проходит без в гостях детей наших друзей, то это не Новый год. На Новый год нужно выйти, пострелять салюты, и тут пошла встреча друзей, детворы, Да, у нас вот все этой, друзья, и огромная соседи. куча потом заваливается. И Вы потом... гостеприимные.
Очень. Как-то не получалось у нас по-другому, чтобы вроде как дома никого Вроде не было. когда нет, постоянно один, второй, третий, четвертый. Очень часто бывает Соседи такое. заглянут, да? Часто бывает такое, с работы вроде как возвращаюсь, Яна мне пишет или звонит, у нас дома гости. И тут начинаешь думать, так, кто же это может быть? Очередной раз кто-то Приезжаешь, пришел, да? вроде бы как никого, но детворы бегают, все что-то там гудят, Да, пищат, у нас как визжат. бы новый район же, молодой, и мы Да. с мамочками, вот дети у нас с рождения дружат. И мамочки, и дети, да, вы между собой, Да, и мы получается, ходим, да, так дружите. все день рождения празднуем, и Новый год. И по традиции я хотела бы предложить вам поздравить наших телезрителей с наступившим 2018 годом. Дорогие друзья, прежде всего хотелось бы пожелать больших свершений, очень много терпения, потому что только прикладывая большие усилия и много желания, можно добиться чего-то качественно нового, качественно интересного, ну и сделать какие-то определенные шаги в жизни. Поэтому, наверное, все-таки стоит в наступившем году очень много работать над собой, очень много уделять внимание близким, ну и, естественно, еще раз желание, терпение, силы, и все получится. Крепкого здоровья обязательно, потому что все остальное приложится, будет здоровье. Семейного благополучия, доброты. Этот у нас год, наступивший год собаки, а собака славится своей добротой, верностью. Так пусть у вас в семье царит добро, счастье, верность, доверие, всего самого наилучшего и яркой, полной событий жизни. В новом 2018 году. С Новым годом! Да. Позади еще один январский вечер у камина. Не знаю, как вам, дорогие телезрители, а мне совсем не хочется расставаться. Да-да, знаю, все когда-то заканчивается, но чтобы начаться снова. Так что жду вас завтра, на том же месте, в тот же час. До встречи! Санаторий «Шахтер» поздравляет всех с Новым годом и приглашает отдохнуть с пользой для здоровья. С 9 января скидки до 20%. Спешите бронировать.